Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться идеей декора бархатного шара диаметром 8 сантиметров. Увидела в магазине, когда ездила за материалами, вот такую птицу. Весь декор на шаре я буду делать как обычно. Единственное, вместо банта будет эта птица. Птица немного разваливается, отваливаются перья, но я их заменю. И она была на прищепке, я ее просто достала. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен и полезен. Приятного просмотра! Птица с оперением хамелеон, а сама белого цвета, поэтому шар я обрамила белым мраморным бархатом. Закрывать шов на шаре я буду вот такой переливающейся белого цвета тесьмой. Ширина тесьмы 0,8 мм, клеить ее я буду с помощью горячего клея. Сначала наношу немного клея для того, чтобы зафиксировать тесьму на шве, а затем небольшими участками проклею до конца весь шов. Шов на шаре полностью закрыт, единственное, я оставила место под крючок и еще в данном случае под перья и птицу. Так я буду ориентироваться, где впоследствии мне нужно будет приклеить птицу. И пока шар я откладываю в сторону и займусь птицей. Все перья я полностью уберу и заменю их на новые белого цвета. Какие-то перья отлетели сами, а остальные я просто подрежу ножницами. Новые перья я сразу рассортирую, то есть более длинные перья я буду использовать для хвоста, а перья поменьше для крылышек. Все перья я буду клеить на горячий клей. Где должен располагаться хвост, есть небольшая прорезь, туда я и вставляю перья. Птичка уже преображается, сейчас я добавлю перья на крылья и, возможно, еще добавлю на хвост. Теперь мне эта птица нравится еще больше, получилось у нее очень красивое оперение. Остальные перья мне еще пригодятся, потом я их буду использовать как дополнительный декор на шаре сверху. Так птичка будет смотреться еще более объемно, и благодаря этому шар будет еще более нежным. В качестве дополнительного декора я решила использовать цепь со стразами цвета хамелеон в серебряном обрамлении. Эта цепь будет идеально перекликаться с оперением птицы. Цепь я буду проклеивать с лицевой стороны шара по краю тесьмы. И, конечно, перед тем, как начать клеить цепь, я сначала отмеряю участок, где будет находиться птица, чтобы впоследствии цепь не помешала соприкоснуться птице с шаром для большей устойчивости. Клеить стразовую цепь я буду на клей B7000. И, как всегда, сначала я наношу немного клея для того, чтобы цепь закрепилась на шаре. И еще хотела уточнить один момент. При проклейке цепи немного ее натягивайте, так она ляжет ровно и вам почти не придется поправлять каждое звено. И еще хотела напомнить, что край цепи я отрезаю всегда на одно звено больше. Шар откладываю в сторону для того, чтобы клей схватился, и за это время задекорирую птицу. Мне хочется, чтобы эта птица смотрелась еще более нежно и воздушно, и я решила добавить к ней еще стразы. Стразами я закрою глаза, и еще стразы я добавлю на перья, только уже меньшего диаметра. Материалы, которые я использую в видеообзоре, все ссылки на них я оставлю в описании под видео.
Мне нравится, что получилось, и теперь я птицей довольна. Птицу я откладываю в сторону, чтобы стразы с клеем хорошо закрепились на поверхности. За это время я дальше задекорирую шар. Я решила добавить еще цепь со стразами, только теперь я ее буду клеить боковой стороной. Благодаря такой проклейке стразы будут сверкать со всех сторон. Дабы видео не затягивать, весь процесс проклейки я показывать не буду, а поделюсь уже готовым результатом. И вот что у меня получилось. Очень красиво стразы переливаются в этой цепи. И еще немаловажно, что они идеально сочетаются с оперением птицы. Следующий этап, который нужно сделать, это приклеить перья на то место, где будет птица. Располагать перья я буду в хаотичном порядке, ориентируясь на их пышность и длину. Клеить перья нужно так, чтобы они не казались на шаре отдельным элементом. И по завершении всего декора нужно, чтобы все элементы смотрелись цельно. Поэтому я использую такой метод. Приклеив одно перо, я сразу примеряю птицу. И так следующее. И благодаря этому я вижу, где еще не хватает перьев. Также я решила еще вставить перья в то отверстие, где была прищепка на птице. Так я закрою эту дырку, и декор будет выглядеть полноценно. Все перья я уже проклеила, и сейчас вам на видео покажу, как это смотрится вместе. Мне очень нравится, пышности и легкости хватает. Перед тем, как приклеить птицу к шару, сначала нужно сделать крючок. В качестве крючка я, как всегда, буду использовать металлизированный шнур диаметром 1 мм, в данном случае серебряного цвета. А в данном елочном шаре мне нужно, чтобы крючок выходил из птицы и смотрелось это все красиво. Поэтому металлизированный шнур я продела в самую большую иглу, которая у меня была. Перед тем, как протыкать птицу иглой, я примерю ее на шар. Кстати, точно таких же птиц я не нашла на Алиэкспресс, нашла только похожих, причем в белой, так и в другой цветовой гамме. Поэтому, если вдруг кто-то ищет таких птичек, я оставлю на них ссылки в описании под видео. Отличным помощником станут тонкогубцы для того, чтобы достать иглу из пенопласта легко и просто. Теперь сверху я завязываю шнур на узелки. Завязываю на 3 узелка и затягиваю сильно, чтобы металлизированный шнур не разошелся. Затем отрезаю лишний шнур сверху и разрезаю шнур внизу, таким образом высвобождая иголку. Теперь тяну вниз металлизированный шнур до упора за оба конца. После этого придерживаю место с узелком и вытягиваю наверх только один конец металлизированного шнура. По длине, я думаю, будет достаточно для крючка, и снизу я отрезаю лишний шнур. Теперь внизу я зафиксирую шнур с помощью горячего клея и затем отрежу все лишнее. Теперь перехожу к верху. С помощью горячего клея я фиксирую узелок. И с помощью ножниц я убираю лишние концы шнура. Узелок хорошо зафиксируется с помощью горячего клея, и особо прятать его не нужно, так как у птицы очень хорошее оперение сверху. И благодаря нему узелок будет скрыт. Получилось все аккуратно и красиво, ничего лишнего нигде не торчит. Осталось теперь соединить птицу с шаром. Это я буду делать с помощью горячего клея. И вот что у меня получилось. Но мне чего-то не хватает, и я решила на середину шара добавить вот такую подвеску. Подвеску я буду клеить с помощью горячего клея. Более объемный декор я всегда клею на горячий клей. И вот такая нежная красота получилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая идея декорирования елочных шаров. И на сегодня это все. Я надеюсь, видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!